Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых заказов из плагина WooCommerce на платформе сайтов WordPress в сервис email рассылок Gmail. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые заказы из WooCommerce в другие системы. Например, вы сможете отправлять новые письма через Gmail, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных WooCommerce. Далее необходимо выбрать действие «Принять данные». Теперь необходимо создать виртуальный аккаунт WooCommerce в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его. Теперь кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите URL для приема данных. Именно на эту ссылку будут приходить новые данные из WooCommerce. Для того, чтобы продолжить настройку, необходимо скопировать URL и перейти в личный кабинет вашего сайта на WordPress. Далее переходим к настройкам вашего плагина WooCommerce. Теперь нам нужна вкладка «Дополнительно». Переходим в раздел «Перехватчики». В этом разделе нам необходимо создать новый перехватчик. В поле «Имя» вы можете вписать произвольное имя, например, по названию системы, в которую планируете передавать данные. Далее необходимо изменить статус на «Включено». Теперь необходимо выбрать действие, при котором будут отправляться данные на указанный URL. В данном случае я хочу получать все новые заказы. В поле URL доставки вставляем скопированную ссылку в системе Apex Drive. В поле «Версия API» выбираем версию 3. После того, как вы сохранили перехватчик, в поле «Секрет» пропишется уникальный код. Его не нужно менять и оставить как есть. После того, как вы сделали эти действия, вам необходимо перейти на сайт и создать новый заказ, для того, чтобы этот заказ был передан в систему Apex Drive и отобразился на этапе тестовых данных. Когда новый заказ создан, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные, которые мы только что сгенерировали. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных WooCommerce успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Gmail. Теперь необходимо выбрать действие «Отправить письмо». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его
и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для отправки писем. В качестве отправителя будет использоваться подключенный аккаунт Gmail к сервису Apex Drive. В поле «Кому email» вы можете указать переменную из WooCommerce, в которой содержится email клиента. Для этого кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Это нужно делать в том случае, если вы хотите написать письмо каждому, кто сделал заказ. В этом случае тема и тело письма составляются с тем расчетом, что каждый новый клиент, который сделал заказ, будет получать соответствующее письмо на свою электронную почту. Если вы хотите отправлять информацию о новых заказах на свою почту, то в поле «Кому email» вам необходимо прописать вашу почту вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые переменные назначены в поле, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример письма, которое будет отправляться на указанную почту при каждом новом заказе из WooCommerce. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Gmail». После успешной отправки переходим в Gmail и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Gmail успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!